Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. В этом видео я раскрою вам одну из самых глубоких и скрытых сторон близнецов, которую не так-то просто увидеть со стороны. Если вы хотите узнать, как близнецы могут преодолевать свои страхи и тревоги, использовать свою энергетику для гармонии и счастья, то обязательно досмотрите это видео до конца. В этом выпуске на канале Астрология Мудрости вы получите мощные астрологические советы, которые помогут близнецам справляться с жизненными испытаниями. Мы откроем тайны кармических законов и дадим советы, которые вы не найдете больше нигде. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить самые важные моменты. Близнецы – это знак двойственности. Внутри них живут два разных человека, и эта постоянная борьба между разными сторонами личности создает множество страхов. Один из главных страхов близнецов – это страх одиночества. Они боятся остаться наедине с собой, потому что это заставляет их сталкиваться с собственными мыслями и чувствами, которые могут быть слишком тяжелыми. Чтобы преодолеть этот страх, близнецам нужно научиться находить внутреннюю гармонию, используя практики медитации и осознанности. Кармический совет. Примите одиночество как возможность для роста. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: «Я в мире с собой, и одиночество помогает мне развиваться». Второй страх близнецов – это страх неуспеха. Они часто ставят перед собой множество целей, но из-за страха потерпеть поражение могут останавливаться на полпути. Чтобы преодолеть этот страх, важно сосредоточиться на одном проекте и постепенно доводить его до конца, даже если возникают трудности. Положение планет в определенные периоды может подсказывать, когда лучше всего сосредотачиваться на действиях и избегать импульсивных решений. Кармический совет. Ошибки – это ступени к успеху. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: «Каждое мое действие приближает меня к успеху». Третий страх. Страх упустить возможность. Близнецы постоянно стремятся успеть все и везде, боясь, что где-то могут что-то пропустить. Это приводит к тревоге и неспособности наслаждаться настоящим моментом. Решение – научиться планировать свое время и выбирать приоритеты. Движение Меркурия, которое управляет близнецами, помогает в развитии логики и рациональности. Кармический совет. Вы всегда будете в нужное время в нужном месте. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: «Я доверяю жизни и ее течению, все возможности найдут меня вовремя». Четвертый страх – это страх критики. Близнецы крайне чувствительны к мнению окружающих и часто боятся, что их осудят или не поймут. Чтобы преодолеть это, им необходимо развивать уверенность в своих силах и учиться принимать критику как возможность для улучшения. Кармический совет. Критика – это инструмент для вашего роста. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: «Я открыт к конструктивной критике и учусь на каждом опыте». Пятый страх близнецов. Страх оказаться неинтересным для окружающих. Они стараются быть в центре внимания, боясь потерять интерес и внимание друзей и коллег к ним. Этот страх можно преодолеть, осознав, что интерес к себе приходит изнутри, а не снаружи. Нужно развивать внутренние таланты и доверять своей уникальности. Кармический совет. Будьте собой, и люди будут тянуться к вам. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: «Я привлекаю людей своей искренностью и открытостью». Шестой страх. Страх конфликтов. Близнецы часто избегают споров и конфликтов, так как не хотят портить отношения с другими. Однако им важно научиться выражать свое мнение и защищать свои границы. Используя астрологические знания о движении планет, можно понять, в какие периоды лучше избегать острых ситуаций, а когда наоборот стоит быть настойчивее. Кармический совет. Конфронтация – это возможность для понимания. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: «Я спокойно выражаю свои мысли и защищаю свои границы». Седьмой страх – это страх перед ответственностью. Близнецам сложно принимать серьезные решения, так как они боятся сделать неправильный выбор. Этот страх можно преодолеть, развивая способность принимать решения на основе интуиции и логики. Положение Меркурия помогает в рациональном подходе к принятию важных решений. Кармический совет. Каждое ваше решение ведет к важному опыту. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: «Я доверяю себе и своим решениям».
8. Страх. Страх перемен. Несмотря на свою гибкость, близнецы могут бояться серьезных изменений в жизни. Чтобы справиться с этим, им нужно научиться видеть в переменах новые возможности для роста и развития. Кармический совет. Перемены – это начало нового этапа. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я принимаю перемены как часть моего развития. 9. Страх. Страх скуки. Близнецы боятся однообразия и стараются избегать рутинных задач. Этот страх можно преодолеть, если научиться находить интерес в каждом моменте жизни, даже в самых простых делах. Кармический совет. Даже в рутине есть возможность для творчества. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я нахожу радость в каждом моменте жизни. 10. Страх. Страх быть непонятым. Близнецы часто чувствуют, что их идеи слишком сложны или необычны для других людей. Им важно развивать искусство коммуникации и учиться проще излагать свои мысли. Кармический совет. Вы можете донести свои идеи, если говорите от сердца. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: мои идеи легко находят отклик в сердцах людей. 11. Страх. Страх потери свободы. Близнецы боятся ограничений, будь то в отношениях или в профессиональной деятельности. Чтобы преодолеть этот страх, им нужно осознать, что настоящая свобода приходит изнутри, и никто не может ее отнять. Кармический совет. Свобода – это состояние души. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я свободен, потому что моя свобода внутри меня. 12. Страх. Страх непостоянства. Близнецы могут бояться, что их настроение и интересы меняются слишком быстро, и это вызывает чувство нестабильности. Решение – научиться принимать свою изменчивую природу и использовать ее как источник вдохновения. Кармический совет. Ваша гибкость – это ваш дар. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я легко адаптируюсь к любым изменениям. 13. Страх. Страх оказаться ненужным. Близнецы часто переживают, что их усилия останутся незамеченными или бесполезными. Этот страх можно преодолеть, если научиться ценить свои достижения и видеть свою значимость. Кармический совет. Каждый ваш шаг важен для Вселенной. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: мои усилия важны и приносят результаты. 14. Страх. Страх ответственности за других. Близнецы могут бояться брать на себя ответственность за чужие жизни или судьбы, что вызывает у них тревогу. Решение – осознать, что каждый человек сам ответственен за свою судьбу, а поддержка – это выбор, а не обязанность. Кармический совет. Помогайте, не теряя себя. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я помогаю другим, сохраняя свою целостность. 15. Страх. Страх быть уязвимым. Близнецы боятся показать свои слабости и предпочитают скрывать истинные эмоции. Чтобы справиться с этим, им нужно осознать, что настоящая сила в уязвимости. Кармический совет. Уязвимость открывает путь к истинной близости. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: моя уязвимость делает меня сильнее. 16. Страх. Страх быть недостаточно образованным. Близнецы стремятся к знаниям, но часто ощущают, что им не хватает опыта или информации. Чтобы преодолеть этот страх, нужно признать, что знания приходят с опытом, и не бояться учиться на практике. Кармический совет. Каждое ваше действие – это урок. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я постоянно учусь и развиваюсь. 17. Страх. Страх провала в коммуникации. Близнецы боятся, что их слова будут поняты неправильно, и это повлияет на их отношения с окружающими. Решение – научиться говорить четко и прямо, избегая двусмысленности. Кармический совет. Ясность в словах создает ясность в отношениях. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я выражаю свои мысли четко и уверенно. 18. Страх. Страх быть непонятым в любви. Близнецы боятся, что их партнеры не смогут увидеть и принять их многогранную природу. Этот страх можно преодолеть через открытое общение и готовность делиться своими эмоциями. Важно помнить, что настоящий партнер примет вас такими, какие вы есть.
Кармический совет: открытость в любви создает прочные отношения. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я открыт в своих чувствах и принимаю любовь в полной мере. 19. Страх. Страх отказа. Близнецы могут бояться того, что их отвергнут, особенно в новых начинаниях или в отношениях. Чтобы справиться с этим, им нужно научиться принимать отказ как естественную часть жизни и не воспринимать его как личное поражение. Кармический совет: каждый отказ приближает вас к успеху. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: отказ – это возможность найти лучшее. 20. Страх. Страх потерять контроль. Близнецы часто стремятся держать все под контролем, боятся неожиданных изменений ситуаций, которые они не могут предсказать. Чтобы справиться с этим, им важно научиться доверять жизни и принимать то, что они не могут контролировать. Кармический совет: контроль – это иллюзия, доверьтесь потоку жизни. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я доверяю жизни, и все складывается наилучшим образом. 21. Страх. Страх перемен в отношениях. Близнецы боятся, что их отношения могут измениться или закончиться, что вызывает чувство нестабильности. Им нужно осознать, что любые изменения в отношениях – это возможность для их развития и укрепления. Кармический совет: перемены в отношениях – это шаг к большей близости. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я открыт к изменениям в отношениях, и они укрепляют нас. 22. Страх. Страх показаться слабым. Близнецы стараются казаться сильными и уверенными, даже если внутри чувствуют себя уязвимыми. Им важно осознать, что признание своей слабости не делает их менее сильными, а наоборот позволяет развиваться. Кармический совет: признание своей слабости – это путь к настоящей силе. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: моя сила заключается в способности принимать свои слабости. 23. Страх. Страх недопонимания в обществе. Близнецы часто боятся, что их идеи или взгляды будут встречены с непониманием или осуждением. Им нужно научиться выражать свои мысли четко и уверенно, не бояться быть уникальными. Кармический совет: будьте собой, и мир примет вас таким, какой вы есть. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: мои мысли и идеи находят понимание и поддержку. 24. Страх. Страх перед будущим. Близнецы могут испытывать тревогу о том, что их ждет в будущем, особенно если они чувствуют, что не могут предсказать или контролировать события. Им важно учиться жить настоящим моментом и доверять своим интуитивным решениям. Кармический совет: будущее – это продолжение ваших сегодняшних мыслей и действий. Аффирмация, которую нужно использовать, чтобы избавиться от этого страха: я живу настоящим и доверяю своему будущему. Близнецы, хотя и склонны к множеству страхов, обладают невероятной гибкостью и умением адаптироваться к любым жизненным ситуациям. Они могут преодолеть любые преграды, если научатся справляться со своими страхами и использовать свои внутренние силы. Движение планет, особенно влияние Меркурия, поможет им направить свою энергию на достижение целей, не отвлекаясь на сомнения и страхи. Кармическое знание о том, что каждый страх – это возможность для роста, поможет им обрести внутреннюю гармонию и баланс. Если вы близнецы или знаете кого-то, кто рожден под этим знаком, обратите внимание на те страхи, которые мы сегодня обсудили. Ведь осознание своих слабых сторон – это первый шаг к их преодолению. А когда близнецы избавляются от своих страхов, они становятся по-настоящему свободными и могут реализовать свой огромный потенциал. Важную роль для близнецов играет самопознание и развитие. Они могут справляться со своими страхами, если будут продолжать учиться и развиваться, исследовать свои возможности и не бояться меняться. Их гибкость и любознательность – это их сильные стороны, которые помогут им справиться с любыми трудностями. Каждый близнец может воспользоваться этими советами, чтобы преодолеть свои страхи и обрести внутренний покой. Важно помнить, что звезды всегда подскажут путь, но в конечном счете, все зависит от вашей готовности меняться и расти. Используйте эти кармические советы, чтобы стать лучшей версией себя и преодолеть любые преграды на пути. Закончить хочется на оптимистичной ноте. Все страхи – это лишь отражение наших внутренних сомнений.
Когда вы научитесь принимать свои страхи, вы обретете свободу. Звезды уже подготовили для вас путь, осталось только сделать шаг навстречу своей судьбе и принять все, что она готова вам подарить. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте подписаться на канал «Астрология мудрости». Здесь вы найдете еще больше полезных и уникальных астрологических советов, которые помогут вам улучшить вашу жизнь. Поставьте лайк и оставьте комментарий. Если мы наберем 6000 лайков, я сделаю видео о том, как близнецы могут использовать свою энергию для достижения богатства и успеха. Не упустите эту возможность, подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые ролики. Продолжение следует.